Для тех, кто подписан на меня и кто зашел на канал, прошу вас подписаться, поставить мне авансом лайк. И я хочу поделиться своим опытом поездки на операторе автобусов Алса. Есть такая автобусная компания в Испании. Я ездил в Аликанте и обратно. Значит, начнем с первого. Билеты проверяйте внимательно, потому что, к сожалению, приложение у этой компании может глючить, о чем я уже рассказывал и дважды убедился в том, что приложение подглючивает. Первый раз, о чем я говорил в предыдущем видео, мне продали билет за полную стоимость маршрута Барселона-Бенидорм, но билет вышел только Барселона-Валенсия. То есть на 20 евро стоимость была завышена, мне пришлось покупать отдельный билет Валенсия-Бенидорм. Компания Алса достаточно оперативно, я бы даже сказал мгновенно по испанским меркам отреагировала на мою жалобу, вернула мне эти 20 переплаченных евро. К сожалению, в пригороде Бенидорма в сторону Аликанте начали ремонтировать железнодорожный путь. И поэтому сейчас поезда напрямую от Бенидорма в Аликанте не ходят. Нужно пересаживаться. Может быть, из-за этого билетов на автобусы от Бенидорма в сторону Аликанте у Алса нет. По крайней мере, мне купить не удалось. Я поехал на электричке. Даже нет, на трамвае, потому что он дизельный трамвай. Они называют эту электричку трамваем. Вот поехал на маленьком этом поезде до Бенидорма. И у англоговорящего продавца на кассе в Бенидорме на ЖД-станции попросил билет дальше от Бенидорма до Аликанте. Он мне выбивает. По цене, смотрю, вроде как стоимость обычного билета из одной зоны в другую зону. И только когда я уже садился в автобус, они пустили автобус на том этапе, где, на том вот этом промежутке, где не ходит сейчас трамвай этот, то есть электричка в нашем понимании. Так вот, оказалось, что мне выбили билет в обратную сторону. То есть не из Бенидорма в Аликанте, а с Бенидорма в Дению. Цена одинаковая, направление противоположное. Пришлось в автобусе покупать билет еще за столько же евро, за 2,80. Получается, сейчас из Бенидорма приехать в Аликанте нужно делать пересадку в Вилла-Хойоса. Это та маленькая деревенька, где расстреляли и переехали вертолетчика, если вы не помните такую историю. И понятно, что из моего пригорода Бенидорма, из Алтеи, чтобы доехать до Бенидорма, нужно ехать либо на автобусе, либо на вот этом трамвае. То есть получается 2 пересадки до Аликанте. Поэтому прямых билетов у Алсы нет. Особенно на утренние рейсы. Я уже вам рассказывал о том, что по непонятной причине автобусы этой компании приходят раньше того срока, который обозначен в билете. И, оказавшись в Аликанте, подозреваю, что на обратный путь билетов не будет. Из Аликанте в Альтею я в их приложении покупаю себе билет. Хотел купить его на одно время, а билет мне выбился на другое время. И об этом я узнал только тогда, когда уже оплатил. К сожалению, приложение у них подглючивает.
Так, что еще я узнал? Я узнал, что билеты можно купить в самом автобусе, но только за наличные. Карточкой оплатить невозможно. Вот. И почему-то автобус, который в этот раз меня вез вчера, он был практически пустой. Ну, там от силы было человек 10. То есть почти пустой автобус, без единой остановки. Доехал от Аликанте до Альтея, выпустил меня, еще одну девушку и поехал дальше. 10 человек, не больше, зашло. Несколько человек зашло на автовокзале в Аликанте, и несколько человек зашло на ЖД-станции в Аликанте. И потом автобус без остановки проехал вот это вот расстояние, выпустил меня и еще одну девушку. Все. То есть почти пустой автобус проехал, но билетов на утренние рейсы я не нашел. Внимательно будьте с приложением, что оно вам выбивает, смотрите. Обратите внимание, что билеты можно менять и отменять, ну, до того, как рейс еще состоялся. Ну, в общем, я не очень приятно удивлен тем, что вот такая вот чехарда с этим приложением. И с тем, что сейчас на трамвае доехать невозможно без пересадки. Зато теперь вы знаете, что такая ситуация есть. Если вы не подписаны на меня, подпишитесь, потому что я всегда рассказываю свежую и правдивую информацию о том, что происходит в Испании. На то я и журналист. Что еще по поводу передвижения? Значит, автобусы, в зависимости от того, где вы ездите, берут либо оплату картой, либо оплату наличными. Поэтому я всегда, если предполагается передвижение на общественном транспорте, с собой имею наличные, монетки желательно, и карточку с пополненным балансом. Потому что иногда бывает такое, что автобусник, ну не знаю, по каким-то своим причинам говорит: я не хочу, типа не беру наличные. Допустим, городские автобусы в Аликанте говорят: мы не берем наличные, только оплата картой. То есть вы просто картой прислоняете терминал, и у вас списывают деньги. Ну, как будто это посттерминал. А бывает такое, как вот автобус Альса. Нет, оплата только наличными, никаких карт. Ну, вот видите как. Еще один нюанс, который я только здесь, в Испании, видел. Когда автобус переполнен, водитель говорит, что, допустим, у нас все места на более короткий маршрут до Альтея распроданы, но есть свободные места до Кальпе. А Кальпе — это город, который вот физически находится за мной в 20-25 километрах. То есть чуть дальше. И он готов продавать билеты только до Кальпе. И если человеку нужно доехать до Альтея, он должен купить билет до Кальпе, но выйти он может и здесь. Я такого не видел. Еще и еще раз повторю, для всех, кто не знает, как живет Испания. Тут критически важен человеческий фактор. Критически важен. Поэтому если вам где-то кто-то в чем-то отказывает, спрашивайте другого человека, переспрашивайте. Может быть, вас просто неправильно поняли и постеснялись сказать, что вас не поняли. Что еще про транспорт рассказать? Ну, будьте внимательны за вашими вещами. Я не избавлюсь от этой привычки ношения телефона на веревочке на шее. Это уже у меня вторая привычка, такая полезная. Все вещи я ношу так, как будто я каждую секунду могу столкнуться с карманниками. И, наверное, это правильная привычка, потому что в Барселоне это действительно очень нужная привычка. Здесь люди более расслаблены, они носят все в задних карманах, телефоны, кошельки. Я на это смотрю и не могу поверить своим глазам. Ну и про транспорт. Билеты на самолет день в день стоят очень дорого. А на поезд их просто нет.
И все равно я по-прежнему считаю, что жить нужно в том месте, где есть железнодорожная ветка. То есть, если в городке, в котором вы хотите жить, нет ЖД-ветки, выбирайте другой городок. По-моему, железная дорога – это признак цивилизации. Спасибо всем, ставьте мне лайки, подписывайтесь. Напишите комментарии, что вы думаете о железных дорогах в вашем государстве.